Прекрасно, прекрасно. Всем привет! Это Орел и Решка. А это рюкзак раздора. Сумка преткновения. Мы, наконец-то, добрались, чтобы взяться за упругую Черногорию. Или, как называют ее иностранцы, Монтенегро. Это так интригует. Мне кажется, страна с таким названием просто обязана быть живописной и интересной. Я не знаю, мне нравится название Черногория. Оно вполне логичное. Черные горы. Все просто и понятно. А как то, что я сейчас подброшу монетку, выпадет орел, я возьму золотую карту, уйду кайфовать, а ты $100 и уйдешь выживать. Все очень просто, смотри. Орел. Решка. Оп. Руку! Как ты знал? Слушай, очень просто. Как ты знал? Я это загадал. Я мечтал об этом, я Ладно. хотел этого. В конце концов, пешие прогулки по Монтенегро очень полезны для фигуры. Да, я согласен, у меня и так все хорошо, поэтому возьми, пожалуйста, парашют, с которым ты будешь парить по бездне бедности. Пока. Фух. Слушайте, как? Здесь с золотой картой хорошо, уже начинаю чувствовать. Черногория – это крохотный лоскуток на побережье Адриатического моря. Здесь природа собрала все лучшее, что у нее есть. Высокие горы, густые леса и лазурные водоемы. В Черногории мои $100 превратились в 84 евро. Я подготовилась и прочитала в путеводителе, что самый красивый город Черногории – это Котор. Ну, правда, хотела я туда приехать на красивой машине. Ну, автобус так автобус. Автобусы до Котора ходят раз в полчаса и останавливаются по требованию. Поэтому главное его не пропустить. Мой автобус. Сори, мой автобус. Билеты продает кондуктор, причем выписывает их вручную. Стоит 2 евро. Thank you. Мы буквально чуточку отъехали от аэропорта, и сразу видно море. Над ним нависают горы, облака, эти взбитые сливки. Понимаешь, что это хорошее курортное место? I'll stand tall through the fight. And though we tried, this time we have reached the end of the line. Золотце мое, я тебя больше никогда не оставлю. Все буду делать для того, чтобы мы были вместе. Правда. Смотри, какая машинка. Тебе нравится? Mercedes E200 кабриолет. 2-литровая турбо-четверка на 184 лошадиных силы. Кожаный салон, бортовой компьютер, адаптивный круиз-контроль. Для нас с золотой картой подходит идеально. Падай на переднее. Оп. Мой Мерседес разгоняется до 265 километров в час. Самое то, чтобы рассекать по горным дорогам Черногории. Но стоило только выехать из аэропорта, как меня ждал сюрприз. В курортный сезон в Черногории очень много пробок, потому что дороги узкие, а желающих отдохнуть очень много. Ну и, конечно, для пробки кабриолет не самый лучший автомобиль. Но пока терпимо. Если начнут прям припекать, я накину крышу. Зато как красиво. Итак, что мы знаем о Черногории? Четверть страны занимают парки и заповедники. Черногория очень цветочная и зеленая.
Валютой Черногории является евро. Но так как эта страна не входит в Евросоюз, печатать деньги им запрещено. Поэтому еврики прилетают сюда вместе с туристами, либо инвестициями. Черногория не раз занимала первые места в номинации «Лучшие пляжи Европы». Черногория – это самая молодая страна, потому что год ее рождения – 2006. Несмотря на то, что независимость Черногории обрела недавно, ее история насчитывает несколько тысячелетий. А город Котор – один из древнейших в стране. Он расположился на берегу красивейшего Бока-Которского залива, в крупнейшей бухте Адриатического моря. С другой стороны, город окружают величественные горы и стены оборонной крепости, которая является второй в мире по величине после Великой Китайской. Привет, славный городок Котор. Вход буквально как будто бы в прошлое, в историю. Попасть в город можно через одни из 3 ворот крепости. Вот это да! За свою 2000-летнюю историю Котор пережил несколько войн, пожаров и землетрясений. Но, несмотря на все это, очень хорошо сохранился. Плитка, натертая до блеска. Это неудивительно, потому что по ней успели походить и греки, и болгары, и римляне, черногорцы, сербы. Ну, конечно же, больше всего ходили итальянцы. Они, собственно, и внесли самый большой вклад в этот город. На протяжении 400 лет город был под властью Венеции. Поэтому архитектура города уж очень напоминает итальянскую. Площадь с часовой башней, как в Венеции. Старинные католические соборы. И узкие улочки, одна из которых сама по себе является местной достопримечательностью. О, так вот же она, Пустима прочь. Говорят, что это самая узкая улица в мире. Ну, не такая же она и узкая. Ах, вот оно что. Улочка сужается. Ну да. Тут уже уместно будет сказать «Пустима прочь», что означает «пропусти меня». В этих улочках сплошная романтика. Тут даже комфортно гулять под дождем. Котор – город небольшой, и 2 ведущим там будет тесно. Поэтому я отправился в соседний городок Будву. Тем более, что тут находится один из лучших отелей страны – Дукли Hotel and Resort. Он занимает большую часть живописного полуострова Завала. Его элитные апартаменты буквально утопают в зелени. А все резиденции специально построены так, чтобы из каждого окна открывался потрясающий вид на Будванскую ривьеру. Но и здесь меня ждал неприятный сюрприз. Ой-ой-ой, дождик пошел, дождик. Твою ж за ногу. Кабриолет. Обратная сторона, как говорится, решка кабриолета. Идет дождь и все, и ты начинаешь мокнуть. О, а смотрите, а вот уже мой отель. Я уже почти приехал. Давай, давай, чуть-чуть. Так, ребят, пропустите меня, мне очень важно. У меня кабриолет. Пропустите, кабриолет, дождь. Дождь, подожди, пожалуйста. Сейчас, отельчик. Так, надо остановиться. Давай, быстрее, быстрее, крыша. Лучше бы я румынов нанял, они быстрее бы крышу построили, чем этот механизм. Оп, ура. Валет, паркинг. Спасибо. О, слушай, мне надо самый сухой номер в вашем отеле. Can you give me the best penthouse in your hotel? The best. The best. Отличный номер.
Вот это я понимаю. Вот это я понимаю жизнь. Вот это я понимаю по-богатому. На эти 2 дня я арендовал стильный двухэтажный пентхаус. Так, ну, слушайте, во-первых, роскошная прихожая. С диваном, плазмой, кухней. Камин, подвесной камин. Я всегда мечтал о подвесном камине. Кровать. Итак, готовь. Раз, два. Давно я так не делал. На верхний этаж ведет стеклянная лестница. Терраса. Слушайте, а дождь прошел? Здесь так быстро погода меняется. Джакузи. Джакузи на крыше. Это прекрасно. Вот у вас есть джакузи на крыше? Вот, может быть, там наверху в рубероиде прокопали между антеннами джакузи. Можно принять. А, нет, нету. А здесь есть. Вот почему этот номер стоит так дорого. Изюминка. Весь Котор можно обойти за пару часов, поэтому я решила осмотреть его окрестности. Я не сошла с ума. Я просто сейчас буду плыть на остров Госпа от Шкрипьела. И есть одна традиция, что каждый турист, который посещает этот остров, должен взять с собой немножко камней. Потом объясню, зачем. На остров отправляются небольшие туристические лодки. Стоит поездка 3 евро. Полчаса в пути, и я на месте. Госпа от Шкрипьела. Это насыпной остров посреди Бока-Которского залива. С ним связана древняя легенда. Давным-давно на месте острова был риф. Проплывая мимо него, 2 брата-моряка нашли здесь икону Богородицы. Она чудом исцелила одного из них от болезни. После этого в память о событии местные решили создать на святом месте остров с церковью. Сюда начали привозить затонувшие судна, а каждый проплывающий корабль оставлял здесь по камню. Так появился целый насыпной остров. После этого уже традиция укоренилась, и каждый турист, который приезжает на этот остров, он приносит хотя бы 1 камушек. Ну, а я щедро приволокла 2 килограмма камней. Говорят, каждого, кто оставит здесь камушек, ждет благословения и удачи. Ты видишь? Особенное место. Ну что, с жильем разобрался, пора и развлечься. А мне кажется, это моя лодка. Она прям стучится. Говорит: Коля, залезай в меня. Конечно, залезу. Вау! Одно из самых популярных развлечений на курортах Черногории – это вейксерф. Он практически ничем не отличается от обычного серфинга. С ним ты также будешь покорять волну, но только создается она при помощи специального катера. Сейчас будет каталка! А я продолжаю знакомиться с окрестностями Котора и отправляюсь в еще одно интересное место
Голубую лагуну. А мы прям в скалу уезжаем, прям в пещеру. Голубая лагуна – это небольшой залив в ущелье отвесных скал. По легенде, в этом месте пираты спрятали сокровища. Но туристы приезжают сюда совершенно не за этим. Вода прям светится, очень-очень голубая, как будто бы внизу на дне есть подсветка. Действительно голубая лагуна. Прям сияет. А все потому, что лучи солнца, попадая в ущелье, преломляются, и вода кажется небесно-лазурной. Так и хочется окунуться. О, вы уже здесь. Это замечательно, потому что я как раз собирался сделать обзор этого пляжа. Итак, частный пляж отеля Дукли энд Резорт. Инфраструктура. Есть ощущение, что слово «инфраструктура» придумали, когда приехали и увидели то, что есть на этом пляже. Такое ощущение, что здесь есть все. Вот даже добавить нечего. Ну, вертолетная площадка, разве что и то, мне кажется, что просто ее скрывают от глаз посторонних. Итак, контингент. Стой. Этих людей нельзя снимать. Они же отдыхают. Посмотри. Семьями хорошие, добрые, состоятельные люди. Плотность отдыхающих на пляже. Даже при полной загрузке отеля места хватает всем. Итак, песок. Мелкая измельченная ракушка вперемешку с камнями. Честно говоря, мне это нравится даже больше, чем этот белоснежный песок с картинок. Вода! Вода прозрачная, как слеза радости того человека, которому удалось попасть на этот пляж. А вообще, ну, вода идеальная. Температура прям такая, что можно находиться здесь целый день. В общем, ставлю этому пляжу заслуженную 5. Закончить осмотр окрестностей Котора я решила на популярном у туристов пляже жениться. Ну что ж, начнем инспекцию. Посмотрим, что это за пляж. Контингент, очень веселые, классные ребята. Все, кто успел на морскую маршрутку. Как и я. Инфраструктура. Кафешки есть, шезлонги есть. Вот надо узнать, платные или нет. Сейчас проверим. Интересно, через сколько минут или секунд ко мне подойдут с этим вопросом? А вдруг бесплатно? Будет приятно очень. Что я могу сказать про песок? Его тут нет. Но есть галька среднего размера. Достаточно гладкая, удобно ходить, но горячо. Sorry. Я даже не ожидала, что вы выглядите вот так. How much? Two chairs, one umbrella, 10 euros. 10 евро? Я думала, сегодня все свободно и бесплатно. Нет? Ну, я тогда пойду. Мне пора просто уже. Thank you, sorry. Я успела позагорать, а теперь мое любимое – вода. Ух! Температура воды холодная. Но это и здорово, когда жарко так. Море очень прозрачное, дно видно даже издалека. Итак, ставлю пляжу жениться 4. С минусом. Это вам за платные лежаки. Почти весь первый день я провел на территории своего шикарного отеля. И ужинать буду тоже здесь. Для этого я зарезервировал весь местный пляж. А знаете, в чем прелесть ужина в таком отеле? В том, что не ты
ждешь заказ, а заказ уже ждет тебя. Ух ты, какое здесь все красивое и сочное. Итак, мой ужин состоит из 3 блюд. На первое – сибас. Да, мне кажется, этот сибас и мой род созданы друг для друга. На второе – ассорти из морепродуктов. Итак, что у нас здесь есть? Ракушки. Мыги. Кальмары. Креветки. Ну, дальше по второму кругу. И, наконец, десерт – громадный лобстер. Целый спектр эмоций, чувств. Какой лобстер. Это просто гениальный ужин. Это лучший ужин за последнее время. За мои последние 29 лет. После сытного ужина самое время пойти спать. Поэтому спокойной ночи, друзья. Спокойной ночи. Люблю вас. О боже. Очень сытно. Под вечер я наконец-то вернулась в Котор. Ночью Черногория превращается в Монтенегро. И все эти старинные романтические улочки становятся шумными, веселыми местами развлечений. Whatever happens tonight, it's alright, 'cause it's never gonna see the cold hard light of day. Whatever happens tonight, it's okay, 'cause it's never gonna see the cold hard light of day. Ну а мне веселиться некогда. Пора подумать о ночлеге. Я пришла в хостел, который так и называется – Монтенегро. О, мой хостел! Он находится в гуще событий, в самом центре, просто в старом городе, который находится в городе. Шикарно. Hello. I need a room. Yeah, we have 3 and what now? The price of the room. How much? Well, the price now during the is 15 euros. Окей. Оказывается, цены в этом хостеле зависят от сезона. Кровать в общем номере сегодня обошлась мне 12 евро. Окей. Я всегда мечтала это сделать. Перед тем, как мы зайдем, ты должен кое-что знать. Это мой первый хостел. Слушай, ну, это все напоминает детский лагерь. Вот точь-в-точь у меня было так в детском лагере. 2-этажные кровати. И шкафчики для вещей. Этот будет мой. Получается, номер шкафчика и номер кровати. 19-й, 18-й. Вот, моя будет нижняя. Так, ну, слушайте. Даже пуфик есть. Я могу пригласить друзей и посадить их на пуфик. Мы чай можем пить за столом. И я считаю, что мне повезло. Во-первых, сейчас койко-место стоит 12 евро. Буквально через неделю цены начнут повышаться, будет уже 15. А в high season стоит вообще 20 евро. Поэтому прям новичкам везет. Ой, все, спокойной ночи. Друзья, мне снился такой классный сон вообще. Как будто бы я в Черногории снял самые крутые апартаменты. С видом на бухту. Терраса сказочная. Это не сон. Черногория – это не только море, это еще и горы. Поэтому с самого утра я села в автобус и отправилась вглубь страны.
Ну что, продолжается мое путешествие по Черногории. Едем дальше? По горным серпантинам лучше всего путешествовать на джипе с личным гидом, который покажет главные красоты Черногории. Кабриолет в Черногории нужен для того, чтобы проехаться по набережной максимум. А для того, чтобы нырнуть вглубь страны, нужно что-то более мощное, проходимое и шумное. Вот как это. Глянь, там какие горы, посмотри. Просто огромные, просто огромные. Я второй день не перестаю удивляться этим природным фотообоям. Вся Черногория возвышается на 4 горных хребтах, тесно сплетенных в невероятный узор. На нем виднеются нити дорожных серпантинов, объемные петли лесных чащ и хаотичные стежки рельефных вершин и впадин. Этот орнамент покрывает 80% Черногории, поэтому куда ни глянь, отовсюду виднеются живописные панорамы и пейзажи гор. Это прекрасно. Это прекрасно. Я так рад, что выбрался в горы, что не остался у моря, как большинство туристов, которые приезжают в Черногорию, а приехал сюда. Вообще, я не понимаю, почему большинство не уходит за пределы побережья в Черногории. Друзья, почему вы так делаете? Не надо так делать. Это же Черногория. Здесь в самом названии сокрыта тайна. Черногория, это же не Черноморье. Здесь по-настоящему ты чувствуешь дух страны, какая-то свобода, мощь. Кроме живописных гор, Черногория славится не менее красивыми горными озерами. Я приехала к самому знаменитому из них – Скадарскому. Наконец-то! Мне кажется, я дошла. Жабки квакают. Точно, вот оно. Скадарское озеро – это крупнейший пресноводный водоем в Европе. Он настолько большой, что часть его находится в Черногории, а часть уже в соседней стране – Албании. Когда-то озеро было частью залива Адриатического моря, но спустя 1000 лет его окружили неприступные скалы. С тех пор Скадарское озеро будто застыло во времени. Оно до сих пор хранит свою эксклюзивную флору и фауну. И кажется, будто попал в какой-то затерянный мир. Прокатиться по озеру стоит 30 евро. Мне это уже не по карману. Остается любоваться им с берега. Hello. What are you doing here? Рыбачить буду. Ну да. I see. А я пришла сюда посмотреть на озеро. Говорят, что тут очень красиво. И это правда, очень красиво. Как тебя зовут? Алина. А меня Рашен. Раша, nice to meet you too. Если тебе тут так нравится, можешь порыбачить со мной. Увидишь еще больше. Ну, в принципе, у меня планов никаких не было. How much? I haven't money.
Да бесплатно. Будешь мне помогать. Are you serious? Ну да. Это потому, что я тебе понравилась. Окей, I won't try. Окей. Так. Ух. Так, и что мне делать? Я могу подсекать. Do you know what does mean макуха? Макушатник. Мне кажется, я могу какого-то сухопутного словить. Так, ну кто будет первые байки травить? Я или вы? У меня просто рыбалка ассоциируется с запахом макухи. Это такая вот, это такой спрессованный подкорм для рыбы. Ты кидаешь его, рыба всплывается, и потом начинаешь ловить. Кстати, девочки, небольшой лайфхак. На озере всегда загар сильнее и ярче, чем на море. Поэтому всем на рыбалку. Спустя полчаса активной ловли у меня наконец клюнуло. Дело-то пошло! Иди. Ой, не могу достать, помогайте мне. Ну, она, конечно, не супер большая, но иди сюда. Милая, прости меня. Окей. Thank you very much. It's really interesting. Вот так вот тебе и понесу. Осталось только придумать, где мне ее приготовить. Еще одна достопримечательность горной Черногории – это каньон реки Тара. Хорошенько рассмотреть его можно с помощью зиплайна. Hello, guys. Детское кресло. Опа! Чувствую себя товаром. Меня прям упаковывают. Ну все. Каньон реки Тара самый глубокий в Европе и второй в мире после американского Гранд-каньона. Его глубина более 1000 метров, а длина более 80 километров. Да в него с легкостью поместился бы небольшой областной центр. Два края каньона соединяет еще одна местная достопримечательность – мост Джурджевича. Его построили более 100 лет назад, и до недавнего времени он считался самым высоким автомобильным мостом в Европе. Это было VIP-кресло для осмотра каньона. Это вообще сказка. Слушайте, мост красивенный, река внизу, эти горы, ущелья. Блин, мне очень нравится этот каньон. Просто что-то запредельно красивое. Я счастлив. Рассмотреть красоты каньона можно и снизу, сплавившись по реке Тара на байдарке. Пока Коля рассматривал каньон, я со своей добычей пришла в поселок Вирпазар, который расположен на берегу Скадарского озера. Так, ну что ж делать мне теперь с тобой? Дорогая рыба. Рыба есть, а как теперь ее съесть? Это вопрос. Я даже не представляю, зайти в кафе просто и сказать: приготовьте мне рыбу. Они сделают это бесплатно, думаешь? Сейчас будем договариваться. Sorry. Кто-нибудь есть? О, hello. You can help me, please. You can cook. Можете? А сколько будет стоить? 10 евро? Это очень дорого. Может быть, за 2 евро? Please, I don't have money. Okay? Тогда я передаю вам ее. Thank you. Спасибо.
Вот и замечательно. Каких-то 15 минут, и моя рыбка на гриле готова. Первый кусочек оператору. Давайте сюда, мой хороший. Ам. Ну что? Серьезно? Тебе нравится, правда? Вкусно. Действительно вкусно. И напомню, всего за 2 евро. Я тоже решил перекусить. Познакомиться с национальной кухней я решил не абы где, а рядом с одной из главных достопримечательностей горной Черногории – Черным озером. Черное озеро – древнейшее озеро Черногории. Оно возникло из-за таяния ледников соседних вершин. Озеро имеет форму 2 круглых водоемов, за что его еще называют глазами гор. А черным его прозвали из-за густого леса, который отражается в воде и придает ее глади черный цвет. В общем, очень красивое место. Как раз для пикника богача. Никола, подскажите, с чего мне начать? Попробуйте наш черногорский хамон. Хамон? Черногорский хамон? Интересно. Хамон – это сыровяленый свиной окорок. В Черногории он называется пршут. И кроме вяления, его еще и коптят. Довольно вкусно. Ощущается копченость такая, знаешь, вот очень яркий привкус копчености. Далее Никола предложил мне традиционный черногорский сыр. Такая сухая брынза. Традиционный пирог, питту с сыром. Слоеное тесто и творог внутри. Также популярный в Черногории гарнир – качамек. Картофель-пюре с сыром. Оригинально и на самом деле вкусно. И в довершение местный деликатес – рыба-форель. Смотри, форель как форель. Приготовлена на гриле, много соли. Но главный ее плюс в том, что она была поймана здесь, в этом озере. Поэтому она свежая. Знаете, какой я сделал вывод? В принципе, черногорская кухня, она вся полезная. То есть все вареное, овощи, сыр. Так что отлично подходит для экологического туризма. Так, на берегу озера, приятный официант и полезная вкусная еда. Бутылку полную 100 баксов Черногорию Коль привозила. Где же он ее запрятал? Посмотрите, когда эфир. Здравствуйте снова, друзья, дорогие, добрые мои ребята. Итак, бутылочка. Так, озеро черное, табличка, за табличкой дупло и вход в парк. Итак, $100. Заворачиваем. Оп. 100 бакинских. Оп. Чтобы найти долларовый клад от Орла и Решки в Черногории, отправляйтесь в национальный парк Дурметр. Недалеко от входа в парк в одном из деревьев и спрятана наша бутылка. Удачи! Теперь, друзья, вам нужно найти бутылку раньше, чем в дупло вернется белка. По правде сказать, я думала, что зеленая Черногория, такая валютная зеленая Черногория, будет только у Коли. Но у меня тоже она зеленая. Такая красотень. Когда я сюда приехала, я думала, что Черногория. Самая главная достопримечательность – это горы. И преимущественно черные горы. Но нет, такие заповедные парки, такие виды. И если ехать за какими-то эмоциями от природы, то Черногория обязательно должна быть в списке стран. Черногория влюбляет в себя с первого взгляда. Для знакомства с ней не нужно больших денег. Лучше иметь большой запас времени, чтобы успеть насладиться каждым уголком ее живописной природы. Но и 2 дней достаточно, чтобы понять, Черногория – это место, куда хочется возвращаться снова и снова.
опаздываю. Не, чтобы как приличная девушка опоздать. Теперь жду его. Привет! Николай, сколько тебя можно ждать? А сколько ты меня ждала? 28 лет? Да, может быть и да. Еще года 2 подождешь. Ну что, как? Рассказывай, что у тебя интересного происходило Ты знаешь, в Черногории? я под большим впечатлением. Для бюджетного туриста Черногория – это очень много возможностей. Прям муа! Как твои Молодец, выходные? слушай, у меня идеально все. У меня выходные четко поделились по половиночке. Первая половиночка я отдыхал на пляже, наслаждался дорогущим отелем, а вторую часть выходных я провел в горах. Ты знаешь, Черногория идеальна. Вот серьезно, идеально и равномерно, идеально везде. Я И бы да- здесь, и там. Я бы Здесь даже назвала это не Черногорией, а Зеленогорией. А ты так вот знаешь, Монтенегро. Что ты? Я тебе объясню, Ты не почему. можешь смириться с тем, что Черногория – это Черногория. Я объясню тебе. Просто здесь настолько все свидания, зеленое. друзья. Ну, понимаешь, как будто бы укрыто зеленым ковром. Я ходила и понимала, что, ну, неужели это просто Черногория?